Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня мы с вами обрабатываем вот такую заготовку. Вот что было и вот что стало. Это не окончательный вариант. В следующем видео покажу, как сделать следующий декор. И могу сказать, что будет что-то очень необычное. Если вы хотите научиться делать елочные игрушки своими руками, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много интересных идей. Также не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. А сейчас приступим. Сегодня у меня в работе новая заготовка, и буду я обрабатывать не так, как обычно, собирая все кверху, а по одной из граней я подклею вот так ткань. При этом буду следить за тем, чтобы у меня вот здесь наверху оставалось небольшое количество, чтобы я все затянула. И затем вот нижнюю часть вот так подклею полностью, а здесь соберу на нитке, потому что если собирать обычным способом, вот, то здесь получается слишком много лишней ткани. Снимаю колпачок, он мне не понадобится, и одну грань буду подклеивать, и делаю я это горячим клеем. Беру клей и немного размазываю и подклеиваю, и также на нижнюю часть. Много клея не наношу, чтобы он у меня слишком не проскакивал через ткань, так как ткань очень тонкая. Лишнее я отрезаю, чтобы мне не мешало, вплоть до приклеенной части, вот где подклеивали. И вот здесь тоже все лишнее подрезаю. И теперь ориентируемся вот на этот кончик и вот так обтягиваем полностью, чтобы у нас не было складочек. Вот еще раз покажу. Вот если вы просто вот так обтянете, то вот здесь могут быть, видите, она бегает, прыгает. А вот полностью вот таким образом, чтобы у нас все вот эти стеночки были ровные. Ничего, что здесь что-то образуется, это мы все потом уберем. И еще раз, вот на нижнюю часть я ориентируюсь, придерживаю. И теперь сюда же наношу клей и подклеиваю на одну из граней. И все утягиваю. Даю закрепиться. И теперь ткань как ложится, подклеиваю вот эту грань. Просто как ложится, потому что мы ее будем всю утягивать. И даю закрепиться. Лишнее отрезаю с небольшим припуском. И вот здесь, чтобы мне хватило наверх, чтобы все затянуть. Теперь я беру обыкновенную нитку, она у меня сложена в 4. И все затягиваю вот здесь. Как обычно мы делаем. И делаю 2 узелка. Один и второй. И теперь вот эти складочки, нам надо их проработать. Поэтому, как обычно, мы прорабатываем их. И их практически не будет видно. Вот все расправляем. Здесь у нас ниточка уже ослабла, поэтому еще раз все обвязываем вот так, делаем узелок и еще раз все обрабатываем. Один узелок, чтобы не распустилось, можно закрепить клеем. И еще один узелок. Нитку я отрезаю, она мне уже больше не понадобится. И сейчас все окончательно расправляю.
Вот видите, все у нас расправляется. Вот эту часть мы еще будем обрабатывать. Вот таким образом. И продолжаем работу. Теперь второй ниточкой подвязываем вот тут чуть повыше. Я перехватываю руками и вот чуть повыше также все затягиваем. И делаем узелок. Это нам надо для того, чтобы когда мы приклеим колпачок, у нас ткань не торчала. Вот таким образом. Теперь мы лишнее все подрезаем. Оставляем примерно 1 миллиметр. И все запаиваем. И у нас получается чистая, красивая заготовка. Вот здесь нам надо обработать низ, поэтому я возьму немножко клея и вот так скручу. И даю закрепиться. Теперь лишнее подрезаю. Так, смотрю, чтобы тут все аккуратненько было. Вот это я тоже обрезаю. И здесь у нас задекорируется и ничего видно не будет. Верхушка у меня будет задекорирована вот таким колпачком. Оригинальный колпачок я использовать не буду. И вот эта верхушка, она идеально садится вот сюда, если ее прижать. Поэтому я нанесу немного клея. Буду я это делать универсальным клеем. Вот прямо сюда нанесу клей и затем приклею верхушку. Она очень хорошо сюда прямо садится. Таким образом. И потом, если у меня еще где-то что-то будет торчать, я подрежу. Так, клей убираю. И вот прямо вот так вот беру и усаживаю ее. Вот, посмотрите, идеально села. Теперь я обработаю вот это расстояние. Подклею ленту. У меня это 5 миллиметров. И затем уже буду декорировать. Так, здесь я просто вот так размазываю, придерживаю и под натяжением все подклеиваю. И продолжаю работу. Если что-то у вас здесь торчит лишнее, вот у меня практически ничего не торчит, я все подрезаю. И декорировать я буду вот такой цепочкой. Она у меня сюда идеально вот так садится. Поэтому наношу клей на цепочку. Я наношу вот на вот эти кругляшки и подклеиваю. Подклеила и сразу вымеряю, сколько мне тут надо. Вот получается у меня чуть больше, поэтому буду делать маленькую посадочку. Наношу клей, подклеиваю и сейчас маленькую вот такую посадку, чтобы все равномерно распределить. Так, еще чуть-чуть. И когда мы дойдем до второго края, у нас будет все идеально. Вот, все идеально садится. И теперь нам надо лентой обработать вот эти грани. И здесь можно использовать как универсальный клей, так и горячий клей. Я буду использовать горячий клей. Здесь у нас получается 5 граней, поэтому работаем не так, как я вот делала фонарики. У нас там как бы грани идут одна напротив другой. Здесь такого нету. Я наношу немного клея, подклеиваю ленту и даю ленте закрепиться.
И теперь буду наносить клей на ленту, чтобы вот так сильно натягивать и подклеивать на ткань. Наношу совсем чуть-чуть посередине и быстро вот это все делаем, работаем вот так под натяжением, подклеиваем. Можно погладить. Здесь я отрезаю, сколько мне надо. Обрабатываю, конечно же, огнем. Так, попробую вот так. Совсем тоненько-тоненько. И подклеиваем. Натягиваем хорошо. И все подклеиваем. Здесь пока чуть пусть поторчит, ничего страшного не случится. Берем следующую ленту. Снова подклеиваем на грань. Можно было сначала это сделать, потом вот тут верхушку обрабатывать. Но у меня вот так получилось. Поэтому ленту я подсаживаю под самый низ. Так. Подсвечивает надо очень аккуратненько. Нанесла клей и натягиваем. Даем закрепиться. Погладили, можно теперь дальше. Ну, здесь уже кому как удобно. Вот таким образом. И подклеиваем. И так обрабатываем все грани. И немного подрезаем и запаиваем уголок. Получается вот такая заготовка. На этот кончик я хочу прикрепить вот такую штучку. Но у меня здесь маленькое отверстие, поэтому я попробую немного его расширить, чтобы посадить вот прямо на заготовку. Я попробовала ножиком поковырять, но это не работает. Поэтому я решила, у меня нет шуруповерта. Точнее сказать, нету дрели, но есть шуруповерт. И воспользуюсь я просто тем, чем шурупы закручивают. Как-то надо выходить из положения. Так, все, я... И вот таким образом. Вот. И вот понемногу, видите, там все высверливается. Поэтому вполне возможно и вот таким способом. Вот. Вот я примеряю, уже лучше, и еще немного надо высверлить. Ну вот, я просверлила, у меня идеально садится. Здесь еще будет декор, и вы посмотрите, как все идеально на одном уровне будет смотреться. И теперь, когда у меня тут все подходит, я беру клей, достаточно вот туда, ну так, наношу много и подклеиваю. Вот, и в таком положении подержу, чтобы у меня все заклеилось. Тут у меня и лента, и ткань, и все подклеится очень хорошо. И, конечно же, даю закрепиться. И теперь продолжу декор. Декор начинаю снизу, так как здесь мне надо все совместить. Если вдруг мне тут сверху будет что-то много, буду делать посадку, как я уже делала наверху. Беру клей и наношу вот, в основном вот сюда. И вот сюда вплотную все подклеиваю. И даю закрепиться. Теперь я вымеряю нужную мне длину. Вот здесь практически у меня все идеально. Маленькая-маленькая посадочка будет. Не клею сразу, а именно вымеряю, чтобы знать, делать мне посадку или нет. И теперь уже наношу клей и подклеиваю. Здесь стараюсь сделать все ровно, а вот здесь у нас будет маленькая посадочка. Так, нанесу клей до уголка,
чтобы под натяжением все подклеить. Вот, ровненько. Даю закрепиться и сейчас подклею вот сюда. Можно сказать, практически полностью у меня все ровно подклеивается. Чуть-чуть у меня тут посадочка на миллиметр. И вот как все получается. Теперь возьмем, ну, если не следующую, то через одну подклеиваем, потому что здесь нам придется какие-то бочка, что-то подрезать, вот эти вот, чтобы у нас все красиво легло. Поэтому берем через одну. Так, нанесу вот сюда клей и немножко вот сюда. И подклеиваю. Также вплотную все подклеиваю, даю закрепиться, снова вымеряю и продолжаю подклеивать. И теперь я беру, подклею между ними. Вот я примеряю и вижу, что вот эти вот кусочки, они мне мешают. Поэтому я с одной стороны подрежу и с другой стороны подрежу. И сейчас вот у меня все вплотную садится и можно подклеивать. Нанесу сюда клей и немножко вот сюда. И все ровненько подклеиваю. Вот, посмотрите, как идеально у нас все село. Также теперь отмеряю количество цепочки, лишнее подрезаю и продолжаю работать. И также декорирую остальные части. Когда приступаю к следующей, вот здесь оно у меня идеально также садится, а вот здесь уже придется подрезать. Поэтому у каждого может получиться по-разному, поэтому все примеряем. И продолжаю работу. И вот что у меня на данный момент получилось. И мне надо подвесить ленту, на что подвязывать. Я взяла 3 миллиметра ленточку. Один угол я вот так вот подрезаю и запаиваю. Так, на другой конец. Теперь через середину и вторую бусину. Так, что-то не получается. Секундочку. Что-то не хочет идти. Мы протягиваем через бусину ленточку. Это ясно. Так, получилось. И делаем узелок. И также обрабатываем второй край. Затягиваю. И опускаю бусину. И второй край. И вот такая елочная игрушка у меня на данный момент получилась. Это еще не окончательный вариант. В следующем видео покажу декор. И могу сказать, что декор будет очень необычный. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.